Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сделаем такую интересную драпировку на отрезную чашку. Итак, приступаем к работе. Итак, работать я буду с готовой фабричной чашкой. Я измеряю верхний срез чашки для того, чтобы узнать, какая у нас будет заготовочка. 16,5 у меня верхний срез. Запишу. Это длина верхнего среза. И высоту меряем. Вверху у меня будет фатин выходить где-то сантиметра на 1,5. В готовом виде это 14. И я добавлю еще 2-3 сантиметра на всякий случай. То есть я буду делать высоту нашей заготовки 17 сантиметров. Высота. Теперь, сколько у нас будет складочек? У меня будет 8 складок, поэтому я пишу 8. И глубину складочки я буду делать 3 сантиметра. В сгибе это 6. То есть одна складочка у нас будет занимать 6 сантиметров. 8 на 6 получается 48. 48 это на все складки. И 16,5, то есть длина верхнего среза, плюс на складочки и плюс по 2 сантиметра на припуске шва, то есть 4. И получается у нас все вместе 68,5. Это наша длина заготовки. Так, я нарисую схематично. 68,5. Вот, мы узнали длину. И высоту нашей заготовки 17. Но она у нас в сгибе будет. То есть двойная деталь. И получается 17 плюс 17 это 34. То есть мы с вами краим деталь 68,5 на 34. Кроить я буду по долевой. Вот у меня рулон. Вот так я буду кроить. То есть все как обычно. Не по косой, не поперек, по долевой. Выкраиваю я детали сразу с небольшим припуском, потому что мы их сейчас будем дорабатывать. Вот я сразу на 2 чашки выкроила фатин. У меня это евросетка. Значит, я складываю ее пополам и отутюживаю сгиб. Так, заутюживаем. И затем выкраиваем необходимого размера клеевую паутинку для того, чтобы склеить сетку между собой. Я беру бумагу. Это бумага из-под самоклеющихся обоев. У меня осталось. Вы можете взять бумагу для выпечки, покрытую силиконом, и на ней все это делать. Я кладу вот таким образом сеточку. Между сеточкой я кладу клеевую паутинку. Все уравниваю, чтобы сгиб у нас лежал ровненько. Так. Накрываю сверху этой же бумагой и проклеиваю утюгом. Держу утюг достаточно долго, чтобы клей успел схватиться, расплавиться и чтобы наша сеточка склеилась друг с дружкой. Все, у меня получилась одна деталь. Все хорошо. И теперь будем ее размечать. Я размечаю ручкой «Пиши, стирай». У вас это может быть фломастер исчезающий. Итак, смотрите, 2 сантиметрика от края я отметила. Теперь я отмечаю 6 сантиметров. Это наша складка. Вот она, первая складочка. Так, вот здесь она у нас, покажу вам понаглядней. Вот здесь она начинается. То есть это у меня левая чашка. На правой чашке все делаете зеркально.
Вот здесь первая складочка. Так. Далее размечаю сетку. Теперь я ставлю 3 сантиметра, то есть пол складочки. Затем я ставлю 6 сантиметров. Так, разметили. Вот у нас получается одна складочка размечена, вторая. И так далее мы размечаем полностью всю сеточку. Сначала у нас идет полностью вся глубина складки 6 сантиметров. За ней идет пол складочки, отметочка. То есть 6,3, 6,3 и так до самого конца. Переходим на утюг и будем заглаживать с вами наши складочки. Заглаживать мы будем только одну сторону складки. Вот наша первая складочка. Берем утюжок и заглаживаем сгиб складки. Так, есть. Далее вторую складочку. Также провели утюжком. Вот наша вторая складочка. Далее берем третью складку. Также только с одной стороны заутюживаем. И таким образом продвигаемся, заутюживая складки до самого конца. Вот наши складочки, они немножко склеились. Проступила клеевая паутинка и складочки немножко склеились. Я их рассоединяю. Все. Переходим далее к чашке. Вот отметка, куда у нас должны прийти все складочки. Значит, центр, вот он наш. Итак, начинаем работу. Берем нашу заготовочку. Смотрим, где у нас сгиб фатинчика. Вот он у нас проходит. Это наш верх. Итак, вот наш припуск должен совпасть с припуском чашки. И первая складочка должна точно попасть в начало чашки. Также у нас припуск фатина идет по верху, где-то сантиметрика полтора я закрываю чашку фатином. И нижняя часть складочки должна попасть в нашу метку, которую мы с вами поставили. Итак, закрепляем первую складку. Внизу также ставим иголочку. Так, теперь вот наша вторая складочка. Смотрим. Вверху у нас фатинчик должен возвышаться над чашкой где-то сантиметрика полтора. Значит, вверху отрегулировали. Складка к складке. И внизу у нас складочка должна прийти к точке, которую мы отмечали. Вот здесь. Так, поправляем хорошенько. Работа, конечно, довольно кропотливая. Возможно, у вас с первого раза не получится аккуратно. Но нет ничего невозможного. Пробуйте, и у вас все должно получиться так же, как и у меня. Так, закрепляем складочку. Старайтесь, чтобы у вас не образовалось никаких заломов под складкой. Вот так вот отглаживайте по чашечке пальчиками. И вот вторая складочка у нас готова. Пошла у нас третья складочка. Точно таким же образом сводим внизу в одну точку. Вверху регулируем высоту фатина. Так. Ставим иголочку.
Если что-то не нравится, перекалывайте иголочку, делайте по новой. Так, 4-я складочка пошла. Расправляем сеточку. Так. И вот таким образом мы набираем все складки одну за другой. Закрепляем и смотрим, чтобы под складками не было никаких заломов фатина. Так, и последняя складочка. Это у нас складочка, которая уходит к боку. Вот так это выглядит. Теперь нам нужно с вами закрепить сетку по окружности чашки. Значит, пройтись строчечкой по чашке на машинке. По центру нам нужно спрятать сетку по линии среза. Я заверну вот таким образом сетку внутрь чашки. Это по центру. Вот, подколю. Вот так спрятала. Этот край я потом просто подошью вручную, который уходит к боку. Итак, проходим строчкой по чашке. Здесь я прошлась по одной стороне, здесь по изнаночной стороне пройдусь, по внутренней, потому что мне не видно край чашки. И закончу строчку по лицевой стороне вот таким образом. Я пришила по краю чашки сеточку и срезаю все излишки. Вот так сейчас у нас выглядит чашка. Я беру мононить, она вот такая тоненькая, и вручную буду пришивать складочки. Начинаю от боковой стороны. И вот здесь вот под складочкой я начинаю пришивать где-то в сантиметре от края чашки. Так. Именно под складочкой. Пришиваю к чашке. Провожу вот так вот иголочку. И следующую складочку пришиваю. Вот такими мелкими стежками продвигаюсь. Мононить практически незаметно. Вот так вот это выглядит. Главное не стянуть свое шитье. Далее отворачиваю следующую складочку и пришиваю сеточку к чашке. Я прошлась по верхней части чашечки, пришила сеточку и еще пройдусь по всей длине чашки, но ниже на пару сантиметров, и буду пришивать только внутреннюю часть складки к чашке. Вот таким способом
Вот смотрите, я даже могу поставить пальчик между складочками, чтобы не пришить верхнюю часть складки. Опять же, не стягивайте мононить, чтобы драпировка была воздушная. Нам монониточка нужна только для того, чтобы все складки не уходили в ненужное положение. То есть вот чтобы они держались так, как нам нужно, но при этом сохраняли какую-то воздушность, не были стянуты. Край драпировки по боковой части чашки я вручную заметаю внутрь, тоже мононитью. И теперь на форме мы придадим красивую форму нашей чашки легкими движениями утюга. Вот так вот я прохожусь. Не давлю. То есть вот такие вот легенькие движения. И у нас, конечно, клеевая паутиночка под утюгом склеится, и складки между собой тоже могут склеиться. Поэтому, когда остынет чашка, я вот так вот карандашиком пройдусь по каждой складке и разъединю слои. То есть клей я весь расклею, который схватился. Вот, чтобы чашечка была более воздушная, чтобы складочки у нас были более воздушные. Вот такая замечательная чашечка у нас получилась. Если вам был полезен этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.